Здравствуйте, друзья! Сегодня на кухне мы про витамины, минералы и микроэлементы. Организм требует очень много питательных веществ. Если вы соблюдаете правила здорового и правильного питания, вы все равно не всегда можете получить прописанную их норму. Ну вот, скажем, например, ученые нам рекомендуют 2 порции фруктов и 2,5 порции овощей в день. А исследования нам показывают, что у многих не получается и половины этой нормы. Дефицит и нехватка веществ увеличивает риск появления хронических заболеваний, например, болезни сердца или диабета. Поливитамины помогут убрать нам и другие проблемы питания, например, они смогут достичь рекомендуемого уровня минералов, например, кальция, магния, железа. Ежедневный прием минералов, микроэлементов и витаминов особенно актуален тем, кто не употребляет какие-то определенные группы продуктов. Может быть, мясо или молочные продукты, или придерживаться какой-то определенной диеты. Итак, важные нам витамины и минералы, которые должны быть у нас ежедневно. Кальций. Кальций нам нужен для крепких костей и зубов. Он является одним из основных наших минералов. С течением времени, увы, мы теряем плотность костей, и тогда нам необходимо изменить употребление кальция. Например, юношам, девушкам старше 18 лет нужно 1000 мг 1 грамм в день, а мужчинам, женщинам старше 50 лет не менее уже 1200 мг в день. Всем понятно, что потребность в кальции для организма увеличивается во время беременности. Посмотрите и проверьте свой рацион, что вы едите, какие это продукты, богаты ли они кальцием, молочная продукция, листовые зеленые овощи или обогащенные им. Витамин D. Витамин D помогает организму поддерживать здоровье костей, поглощая кальций, строительный материал костей. Кожа, кстати, с возрастом приобретает пониженную способность превращать солнечный свет, витамин D, который может не позволять усваиваться кальцию. Поэтому нужно и важно получать витамин D. Достаточное количество витамина D и кальция имеет большое значение для защиты от потери костной массы. Взрослым необходимо 5 микрограмм в сутки, женщинам старше 70 лет необходимо уже 20 микрограмм. Магний. Магний – минерал, играющий очень важную роль. Он поддерживает функции нервов и мышц, повышает нашу энергетику. Источники магния – бобы, орехи, йогурт, семена, цельные зерна, листовые овощи, молоко и обогащенные им продукты. Для яркого примера 30 грамм миндаля, ну мизер буквально, да, казалось бы, но это уже 20% нормы магния в сутки. Цинк. Цинк – минерал для иммунитета и обмена веществ. Также нужен для быстрого заживления ран. Источники – птица, красное мясо, орехи, бобы, некоторые морепродукты, например, устрицы, они содержат больше цинка, чем другие продукты. И тут же еще крабы и омары. Экзотика, понимаешь ли. Далее, цельнозерновые продукты, молочные продукты, рекомендуемое количество цинка 10-12 мг. Железо. Если организм не имеет достаточного количества железа, он не сможет вырабатывать на своем заводе нужное количество эритроцитов, красных кровяных клеточек крови. Источники – красное мясо, рыба, птица, обогащенные крупы и хлеб. Цианокобаламин или витамин В12. Витамин В12 – это наш код, прежде всего, наша ДНК, спирали молекул внутри клеток, которые имеют шифрованную генетическую информацию о нас и помогает благополучию нервной системы и клеток крови. Он содержится в птице, рыбе, мясе, молочных продуктах. Важно также сказать, что растительная пища не содержит его, и это подвергает, например, вегетарианцев риску развития у них острого дефицита такого витамина. И надо еще сказать, что с возрастом объем производимой желудочной кислоты и ее качество резко снижается, а витамин В12 не усваивается. Ну, так нам говорят ученые. Фолиевая кислота, витамин В9– компонент роста и жизни клеток вообще, и эритроцитов в частности. Она очень важна на очень ранних сроках беременности для снижения риска врожденных аномалий головного мозга и позвоночника у эмбриона.
Недостаток B9 в беременности может дать дефекты нервной системы детей, к примеру, как расщепление позвоночника. Дело в том, что нервная система формируется очень-очень рано, во время беременности, часто еще до того, как женщина узнает о своей беременности. Из этого следует, что рекомендуется начинать принимать витамин В9 где-то за месяц до планируемой беременности. Источники кислоты, темно-зеленые листовые овощи, бобы, горох, орехи, фрукты, апельсины, бананы, лимоны, клубника, дыни. Суточная доза фолиевой кислоты взрослым 400 микрограмм. Женщины, которые только планируют завести детей, должны получать 600 микрограмм фолиевой кислоты в день. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Берегите себя, берегите здоровье. Смотрите наши видео.